ていうか。Всем привет, с вами Тори-чан и Изуми. Сегодня мы приготовим для вас одно из самых популярных японских блюд – японское карри. И готовить будет в основном Изуми. Карри дайски desuか？ 大好き。実家ではよくカレー食べてて、もちろん、子供の頃からずっと食べてて、一回作ったらいろんなパターンをね、その日、次の日、よりうまくなるからね。Поэтому сегодня мы приготовим базовое карри. Оно очень просто само по себе готовится. Главное иметь приправу для карри. И дальше покажем разные вариации, как его можно есть. Поехали! Поехали! Карри настолько популярна в Японии, что даже в обычном магазине можно найти десятки видов заправок для карри, которые на японском называются карри-ру. Они отличаются уровнем остроты, начиная от совсем не острых сладких карри с добавлением яблок и меда и заканчивая супер острыми приправами. Сегодня мы будем готовить совсем не острое карри, используя вот такие специи. Если у вас нет в доступе японской карри-ру, ее можно заменить смесью куркумы, кумина, кориандра и других специй. Подробный рецепт есть в описании этого видео. Для карри можно использовать любые овощи на ваш вкус, но классика – это картошка, морковка и лук. いいと思うよ。めんどくさいんで。カレー米と食べるのにじゃがいも使われてるの、私から見たら面白い。確かに。就職&就職。じゃあバシバシ切っていくよ。Самое основное в карри – это лук, его должно быть много. いいと思うよ。カレーってなんか男料理のイメージがあるんだよね。Карри может храниться в холодильнике в районе 1 недели, поэтому это любимое блюдо как больших семей, так и занятых работников-салариманов. Лук можно измельчить в блендере или, как изуми, крупно нарезать, в зависимости от того, какую текстуру карри вы хотите получить. А вот морковку и картошку нарезаем покрупнее. どうせバラバラになるからあれなんだけどね。Один из секретов ароматного карри – это хорошо прожаренный лук. Для этого нарезанный лук помещаем в посуду, которую можно использовать в микроволновке, и готовим до мягкости примерно 5 минут. Так лук быстрее карамелизируется при жарке на сковородке. Если вы используете смесь сухих приправ для карри, то на этом этапе их нужно прожарить с луком и сливочным маслом. カレー食べたかったね。ね、やっと食べれるわ。Карри в Японии считается ленивым домашним блюдом, потому что самое трудное в нем – это нарезка овощей. Если очень лень, то даже лук можно не обжаривать. Перемещаем обжаренный лук в кастрюлю и добавляем оставшиеся овощи. Еще удобнее, если сразу обжарить лук в большой кастрюле и в ней же варить карри. Так меньше посуды запачкается. Мясо можно использовать любое – говядину, свинину или курицу. Сегодня мы используем куриные крылышки, но также любим делать карри с креветками. Для веганского варианта можно использовать соевое мясо или только овощи. Добавляем мясо к овощам в кастрюлю. Сегодня мы будем готовить карри в скороварке, но можно делать это просто в обычной кастрюле на плите, как вам удобно. こだわりの白米。最近ハマってますね。最高。一番これがいい。なんかいろんなカレー食べてみたんだけど、これが一番良さそうだよね。そうそうそう。粉だけど。これだけでうまいわ。食べないで。野菜の水出るからそんなかけなくていいけど。Для насыщенного вкуса добавляем немного сливочного масла. 誰かがこれ噛んでるこのバターを。Варим карри до готовности мяса примерно 20 минут. Пока карри варится, подготавливаем топпинг из овощей. Для этого нарезаем любые овощи на ваш вкус. Мы используем корень лотоса, ренкон. У него очень хрустящая текстура, которая хорошо сочетается с карри. Его можно заменить на картошку или редьку. Также мы используем баклажан и японскую тыкву кабоча. Японская тыква кабоча похожа на обычную тыкву, но немножко слаще, поэтому можно заменить ее на обычную тыкву из магазина. かぼちゃが一番好き。
これもったいないよね、これ。なんか使えないのかおやるよ。な。いいか。Еще одна особенность кабоча, она очень твердая, и ее довольно трудно резать, нужно быть аккуратными. あーっていう感じになっちゃうから。やめてやめて、めちゃくちゃびっくりした。ちょっとどうした？わどうした？ーどうした？一番心配してくれるもん。Нарезанные овощи перед жаркой можно довести до полуготовности в микроволновке для ускорения процесса. Часто овощи для топпинга карри жарят во фритюре, но сегодня мы готовим более здоровую версию, просто обжаривая на сковородке в небольшом количестве масла. Можно использовать любое масло без запаха, мы используем рисовое. Из овощей также хорошо подходит болгарский перец, кольца лука, грибы, морковка, сладкий батат и томаты. Готовое карри подаем с рисом и жареными овощами. Если вы готовили из крылышек, как мы, то не забудьте убрать косточки. いい、とってもいいカレー。できます。こんな感じ。Самая классная вещь в карри, что оно вкуснее с каждым днем. На второй день оно еще вкуснее, чем в первый день, когда приготовили карри. И также у него есть много разных видов, как можно сделать оранж, то есть разные виды, как можно подавать карри. Самый простой способ аранжировки карри – это яки-каре, запеченное карри. Это блюдо впервые появилось в Японии, в Фукуоке, в портовом городе Моджико в 1950-х годах, когда японские повара экспериментировали с подачей карри. Запеченное карри даже в наше время популярное блюдо в японских ресторанах, но мы часто его готовим дома, когда устали от обычного карри. Для этого на рис насыпаем карри, можно даже смешать рис с карри, сверху посыпаем его сыром побольше и по желанию добавляем одно яйцо. Все это запекаем в духовке, пока сыр не расплавится и белок не затвердеет. Яки-карри готов? Очень простое, но очень вкусное блюдо. Еще один популярный вид подачи карри – это кацу-карри. Кацу – это что-то вроде шницеля, котлета в панировке. Ее в Японии могут готовить как из свинины, говядины, так и курицы. Очень вкусно сам по себе, но и с карри тоже очень хорошо сочетается. И сегодня будем использовать куриное бедрышко для нашего кацу и карри, которое у нас осталось со вчера. Вначале делаем небольшие надрезы, чтобы было проще мясо отбить тоньше, и потом любимое занятие изами, снимаем стресс и хорошо вот так вот отбиваем. Это количество мяса, которое мы используем на 2 большие порции. Разрезаем на 2 части и посыпаем солью, а также перцем. Для панировки нужно 1 взбитое яйцо, картофельный крахмал и хлебные крошки панко. Дальше все очень просто. Обмакиваем мясо в крахмале, потом в яйце и хлебных крошках. Если нет крахмала, можно заменить его на муку, но крахмал делает корочку кацу более хрустящим. Если использовать муку, корочка получится пышная. Хлебные крошки панко – это обычные крупные крошки, которые можно приготовить из обычного сухого белого хлеба. Как видите, хлебные крошки довольно крупные, и это особенность японской котлеты кацу. Обжариваем в большом количестве масла или фритюре с 2 сторон до золотой корочки. Лучше всего жарить в масле температурой 180 градусов, так корочка получается более хрустящая и меньше впитывает масло. Хотя, конечно, как ни старайся, это очень жирное блюдо, но очень вкусно. Это блюдо появилось в Японии в конце 19 века, в эпоху Мэйджи, когда японцы активно заимствовали западные кулинарные традиции. Это многое объясняет, особенно то, почему это блюдо не такое полезное, как японская традиционная кухня. В основе кацу лежит венский шницель,
которые японцы адаптировали под свои вкусы, заменив говядину на свинину и сделав панировку более хрустящей. 重い。すんごいね。 Кацу из свинины сейчас считается классикой японской кухни и называется тонкацу, хотя его корни тесно связаны с западной кухней. А кацу из курицы, как мы сегодня приготовили, называют чикин-кацу. 感じ。はい。うまそう。すごい美味しそう。 Кацукари – очень насыщенное блюдо, которое особенно популярно среди парней, кто хочет хорошо наесться, но одного карри им не хватает. Сама по себе котлета кацу с рисом уже хорошо сочетается, но карри придает ей пряности и акцента. Именно поэтому карри можно есть вечно, и оно совершенно не надоедает благодаря таким вариациям. できました。ああ、いいね。いい感じ。 Не очень полезно, но очень вкусно. いただきます。やばい、超美味しそう。うん。 3日目のカレーって思えないぐらい楽しみだね。熟成に熟成を重ねてるから。うん。全然違う料理だな。 Очень вкусно, не хочу больше отвлекаться от еды, поэтому заканчиваю это видео. А подробный рецепт есть в описании, так что кому интересно, приготовьте карри и также кацу. Жду ваших комментариев и впечатлений, как вам на вкус японское карри. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Приятного аппетита.